Смородина, протертая с сахаром, один из самых простых, но самых полезных способов сохранить вкус лета. Ассаляму алейкум! Сегодня делюсь проверенным рецептом. Я делаю заготовку без варки. Так сохраняются все витамины и вкус остается максимально насыщенным. Для рецепта мне понадобилось 2 килограмма черной смородины и 1200 граммов сахара. Ягоды сначала перебираю, затем хорошо промываю под холодной водой. Теперь измельчаем. Можно использовать блендер или мясорубку. Я беру блендер и обязательно выбираю посуду с высокими бортиками, иначе смородина может стрелять во все стороны. Когда масса станет однородной, добавляю сахар. 1200 граммов сахара – это умеренно сладко, и при этом ягоды хорошо сохраняются. Хорошо перемешиваем до однородности. Я сразу разливаю по баночкам. Если у вас сахар не растворился сразу, то можно его оставить на сутки, периодически помешивая. Это поможет сахару раствориться полностью. Банки я не стерилизую, просто закрываю обычными крышками и убираю в холодильник. Можно также заморозить в контейнерах. Это тоже удобный способ хранения. Получается очень вкусно. Такую смородину можно добавлять в чай, кашу, йогурт, на тост или просто кушать ложкой. Полезно, натурально и без варки. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто как сохраняет смородину. Варите варенье или тоже без варки. Давайте обменяемся идеями. Реально. Чего обманываете? У меня получилось 3 полные банки и 1 неполная, как раз к чаю на пробу. Готовьте с удовольствием и пусть ваши заготовки радуют всю зиму. Ассаляму алейкум – один из способов, как сохранить малину на зиму. Без варки, без перекручивания и без лишних хлопот. Малину перебираю, аккуратно удаляя мусор, веточки и плодоножки и мою вот таким вот способом. Затем в глубокой миске, чередуя, просто пересыпаю малину сахаром. Зимой такая малина – просто спасение. Добавляем в чай, на блинчики, в кашу или просто едим ложкой. Никакой варки, никакой суеты и максимум пользы. А вы заготавливаете малину на зиму? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, как делаете вы. Аккуратно перемешиваем ягоды с сахаром. Можно оставить на столе на 2-3 часа и пару раз еще перемешать, чтобы сахар лучше растворился. Сахар постепенно начинает таять и малина пускает сок. Готовую смесь разливаю по чистым пластиковым бутылкам или контейнерам, как вам удобно. Обязательно оставляю немного места сверху, чтобы при заморозке масса не вытекла. Закрываю крышками и отправляю в холодильник. Все, заготовка готова. Сегодня покажу, как я варю клубничное варенье. Сначала клубнику перебираю, убираю хвостики и все лишнее. Аккуратно промываю под холодной водой. Перекладываем ягоды в кастрюлю слоями, пересыпая сахаром. Если вы спешите, можно не ждать, когда сахар растворится. Можно поставить на газ на самый маленький огонь, периодически помешивая до растворения сахара. Так процесс ускорится и вы сэкономите время. Как сахар растворится, переключаем газ на среднюю и доводим до кипения.
Варим около 5 или 7 минут. Готовое варенье разливаю по баночкам. Сразу закрываем крышки, переворачиваем вверх дном и укутывая до остывания. Поделитесь в комментариях, как вы сохраняете клубнику на зиму. Возможно, кто-то возьмет себе на заметку. Если вам понравились мои рецепты, ставьте лайки, подписывайтесь и делитесь с друзьями. А также посмотрите другие видео на моем канале. Всем ассаляму алейкум и до новых встреч в следующем видео.